Глава 169. Бабочка тут же скрылась. Гуцзы округлил глаза и отозвался. Я пошел пописать, Цзэжун с насмешкой бросил. Маленькие дети только и делают, что писаются. И отстал от мальчика. Гуцзы отошел чуть подальше и тихо позвал. «Мусорный ГГ, Селянь», сидя на крыше, сказал, «Зови лучше датчанам». Мусорный ГГ звучит как-то странновато, ха-ха-ха. Гуцзы. Те люди, которых схватил твой отец, очень несчастные, а еще они чужие подданные, их госпожа придет и надает твоему отцу тумаков. Можешь помочь нам их освободить? Гуцзы кивнул, я знаю. Это люди небесной богини на черном быке. Мальчик почесал затылок. Я хотел их освободить, но отец заболел, он говорит, что только человеческое мясо поможет ему излечиться. И что есть человечину, это нормально, просто я еще маленький и не понимаю. А когда вырасту, он научит меня, как надо есть. Но мне кажется, что это не очень хорошо, куда там. Это даже очень нехорошо. Селянь подумал, что ситуация и впрямь опасная. Проведя с Цзэжуном так долго, Гуцзы уже начал незаметно сворачивать с верного пути. В дальнейшем он может к такому привыкнуть, и человечина станет для него обыденным блюдом. Принц поспешил заверить, это просто ужасно. Поедание человечины может вызвать очень серьезную болезнь. Призраки съеденных будут преследовать тебя и твоего отца. Он вовсе не болен, просто не может бросить дурную привычку, слишком пристрастился. Ты должен придумать, как не дать ему съесть больше ни кусочка. Иначе останешься сиротой. Но что же делать? Хуачен сказал Селяню, ГГ, позволь мне. Он передал что-то через серебристую бабочку, а Гуцзы послушал и хорошенько запомнил. Затем Хуачен вновь посмотрел на Селяня и произнес, нужно выманить Сюаньцзи. Демоница тем временем говорила Цзэжуну, мне все-таки кажется, что этот тип слишком подозрительный. Утверждает, что он подчиненный повелительнице дождя, но от него так и веет демонической ци. Думаю, он нам лжет. Поспрашиваю его еще. Видя, что Гуцзы куда-то убежал, Цзэжун воспользовался возможностью за его спиной продолжить обгладывать руку и сейчас невнятно пробормотал, как хочешь. Если не брать во внимание моменты, когда Сюаньцзи при виде Пэймина сходила с ума, все остальное время она оставалась намного мнительнее Цзэжуна. Все-таки женщина. К тому же Гуцзы ее немного побаивался, и пока она рядом, вполне мог выдать себя. Селянь кивнул. Как ее выманить, они переглянулись и снова, не сговариваясь, пришли к мнению генерал Пэй. Селянь сложил руки в молитвенном жесте, как бы извиняясь, делать нечего, придется просить вас временно принести себя в жертву, генерал Пэй. Все спасенные вознесут вам благодарности. Хуачен хохотнул, лучше пусть благодарят тебя, ГГ. Тем временем с узора на его наручах спорхнула еще одна призрачная бабочка, которая подлетела к уху Селяня, и принц услышал голос мужчины. Пэймина. Значит, перед уходом Хуачен оставил в храме еще несколько бабочек, а теперь мог услышать, что происходит с остальными. Селянь сосредоточенно послушал и прошептал «Идет, идет». Воспользуемся этим отрывком. Выберем следующие фразы. Сюаньцзи стояла спиной к окну и неотрывно глядела на Иньюя, задавая ему вопросы. Тот добросовестно отвечал, в деревне повелителя дождя я отвечал за оказание помощи голодным демонам, которым больше некуда пойти. Когда они забредали к нам, я давал им пригоршню риса, потом провожал в дорогу. Так и вышло, что запачкался демонической ци. Остальные пленные, будучи как раз настоящими крестьянами из деревни повелителя дождя, прекрасно понимали, что Иньюй несет полный бред. В их деревне действительно был такой работник, но, конечно, не Иньюй. Впрочем, никто и виду не подал. Цзэжун вскрикнул «Хах! Я ведь тоже голодный демон, почему бы вам и мне не оказать помощь? Съел пару человек, а она загнала меня до смерти». Мелочная скряга, чего притворяться щедрой, Сюаньцзи совершенно не поняла такой добродетельности. В Поднебесной голодных демонов великое множество, разве можно помочь всем и каждому?
строит из себя невесть что. И тут за спину демоницы неслышно подлетела бабочка, скрывшая свое сияние, сверкнула и пропала. Пленники это видели, но все же сумели не подать виду и весьма слаженно притворились, что ничего не заметили. Сюань-Цзи собралась задать следующий вопрос, как вдруг услышала приглушенный мужской голос: «Ну раз так, сначала. У тебя еще или нет?» «Давай», первоначально фраза звучала так: «Ну раз так, сначала зажарим эту крысу. У тебя еще остались змеи или нет? Давай сюда парочку». Когда Селянь услышал эти слова Пэймина, в душе его постигло потрясение и сочувствие. Наверняка генерал убил крысу, которая подобралась к ним, решил, что это обыкновенный вредитель, и вознамерился приготовить его на огне, чтобы накормить Пэйсу. Но можно ли человеку есть такое? Как видно, нужно поскорее возвращаться и остановить его. Теперь же, когда Хуачен стер несколько слов в этой фразе, результат получился весьма загадочным и как будто нес в себе некую подоплеку, но в то же время смысл остался неясен. Сюань-Цзи содрогнулась всем телом и рывком развернулась. Но бабочка тоже оказалась довольно хитрой и проворной, она не излучала сияния, а перед тем, как демоница обернулась, взмахнула крыльями и спряталась. Сюань-Цзи, потрясенная и озадаченная, вновь обратилась к пленникам: «Вы что-нибудь слышали? Видели кого-нибудь?» Инь-Юй первым покачал головой, другие последовали его примеру с честным и невинным видом. Ци-Жун, у которого весь рот был измазан в крови, повернулся к демонице с вопросом: «А что ты услышала?» Сюань-Цзи, немного потерянная, ответила: «Я, кажется, слышала голос Пэймина». Ци-Жун воскликнул: «А, у тебя слуховая галлюцинация?» «Я ничего не слышал». Серебристая бабочка ближе всего находилась к Сюань-Цзи, и другие не могли расслышать человеческого голоса, звучавшего от нее. Сюань-Цзи недоумевала: «Правда. Мне все время кажется, что он может быть где-то рядом». Она некоторое время молчала, растерянная, потом вздохнула: «Наверное, это и есть так называемый отклик души. Ваше превосходительство, позвольте мне пойти проверить весьма неожиданный успех». Селянь тихонько сжал кулаки и улыбнулся Хуачену. И Хуачен улыбнулся ему. Но тут Ци-Жун остудил их надежды чаном холодной воды. «Эх! Но ты же только что выходила на разведку. Какой еще отклик души? Галлюцинация, вот и все. Ты то и дело думаешь о нем по 800 раз на дню, как тут не появиться галлюцинациям». Судя по виду Сюань-Цзи, Ци-Жун ее убедил, она почти поверила и отбросила идею выйти снова. Однако Селянь не упал духом, несмотря на первую неудачу. Ведь они выбрали еще несколько отрывков, которые пока не воспроизвели. Сюань-Цзи собиралась вернуться к расспросам Инь-Юя, когда вновь услышала голос Пэймина: «Эх ты, глупышка! Поди сюда, я тебя научу». А затем голос молодой девушки: «Не стоит, генерал Пэй, я уже делала это однажды, опыт имеется, давайте лучше я сама». Конечно же, Пэймин давал наставление Баньюэ, как испечь крысу для Пэйсу. Однако для Сюань-Цзи все обернулось совершенно иным смыслом. Изначальное презрение и неспособность найти подходящие слова демоницы показались нежностью и жалостью, расстройство и отказ стали смущением и робостью. Сюань-Цзи пронзительно вскрикнула, ее глаза покрылись кровяными прожилками, а огонек над головой вспыхнул ярким пламенем, подобно огню ярости в ее сердце. Она схватилась за волосы и завопила: «Это он! Ошибки быть не может, это точно он здесь, я его чувствую, моя душа откликается ему. Пэймин, снова ты за свое. Что за девка на сей раз? Я убью тебя». С этими криками она выскочила прочь, подтаскивая стучащие по земле переломанные ноги. Ци-Жун вслед разразился бранью: «Эй, Сюань-Цзи! Мать твою! Ноги сломаны, а как резво поскакала! Ради какого-то жеребца-осеменителя! Стоит ли того?» Селянь, глядя на исчезающий вдали силуэт Сюань-Цзи, которая пошатывалась и чуть не падала на бегу, ощутил легкий укол печали и сочувствия.
Хуачен, должно быть, решил, что он переживает за безопасность оставшихся в храме, и произнес: «Не стоит беспокоиться. Призрачная бабочка уведет ее в противоположном направлении. Даже если она отыщет Пэймина, с ними Жае, и демоница не проникнет в круг. Давай поскорее разберемся здесь». Сюаньцзи ушла, теперь настал черед Гуцзы сыграть свою роль. Мальчик поднялся и обтер запачканные грязью руки о штаны сзади. Селянь все еще волновался. Он точно справится, Хуачен спокойным тоном ответил: «ГГ, верь мне. Если это не сработает, за неимением лучшего есть еще один способ. В крайнем случае просто сделаем так, чтобы Цижун больше в жизни не смог рта раскрыть, а потом уж не спеша придумаем, как погасить его призрачные огни». Когда Гуцзы вошел в зал, Цижун уже успел слезать кровь с пальцев, а при виде мальчика произнес: «Сынок, подойди, разомни папки ноги». Гуцзы послушался и принялся стучать кулачками по ногам Цижуна. Спустя некоторое время мальчик сказал: «Отец, а почему люди, которые сидят в углу, не связаны веревками, но все равно не смеют пошевелиться?» Цижун с явным удовольствием ответил: «Хи-хи, ну конечно, они так сильно боятся меня, твоего папашу, что у них колени подкашиваются и ноги не ходят от страха». Гуцзы разинул рот и широко открыл глаза. «Ты так силен, Цижун!» Удовлетворяя свое тщеславие, воскликнул: «А то! Слушай внимательно, сегодня ты узнаешь, насколько твой папка силен. Видишь вон те огоньки? Один мой приказ — шух, и людишки разом сгорят без остатка. Разумеется, они меня боятся. И еще есть два мелких демона, запоминай». Гуцзы закивал, подобно цыпленку, клюющему пшено, а Цижун продолжил: «Одного зовут Хуачен, прозвище другого — Черновод. Оба — никчемная бесталанная мелочь, подлецы, заполучившие в руки силу и немного своей пёсьей удачи, а на самом деле вся их слава — дутая. Понимаешь, что значит дутая слава? Я тебя научу. Это такое выражение, оно означает, что они только с виду непобедимые, а на деле им никогда не сравниться со мной». Гуцзы вроде бы понял, а вроде бы и нет, поэтому только охнул в ответ. Цижун не унимался: «Да ведь им же просто повезло. Мне бы такое везение, я бы достиг в 10 раз больше. Погодите у меня. В этот раз твой папка непременно проскочит этот рубеж. Скоро я им лица расквашу. Никто больше не посмеет смотреть на меня свысока, только мне будет позволено смотреть свысока на всех». Он с воодушевлением размахивал руками и громко вещал, а Гуцзы, хоть и не понимая, о ком идет речь и что это вообще означает, все-таки решил уважить его. «Отец, у тебя обязательно получится». Селянь на крыше закрыл лицо рукой. Напыщенные рассуждения Цижуна поистине заставляли потерять дар речи. Подумав, что Цижун, как ни крути, а все же его двоюродный брат, принц почувствовал за него истинный стыд и обратился к Хуачену: «Сань Лан, это он». «Я», но Хуачен с фальшивой улыбкой ответил: «ГГ, не стоит обращать внимание. Он еще и не такое может сказануть, это лишь верхушка айсберга. По правде говоря, испокон веков под небесами не найдется ни одного мужчины, который не любил бы прихвастнуть». Ветром ему в руки принесло платок девушки из сада витающего аромата, тут же скажет, что за ним увивается влюбленная прославленная певичка несравненной красоты. Подает обувь и протирает скамьи для наложницы двоюродного брата внука дяди по материнской стороне наложницы императора, непременно всюду растрезвонит, что занимается важным делом в резиденции родни самого императора, занимает едва ли не важнейшую должность. Поэтому исключительной редкостью считаются как раз мужчины, которые хвастаться не любят. Иные же, в первую очередь, любят бахвалиться перед женщинами, во вторую — перед собственными сыновьями. Даже Селянь помнил, как в детстве отец часто скрыто или явно стремился рассказать ему о своих достижениях и успехах в делах государственных. Именно поэтому с малых лет принц глубоко уверовал в то, что его отец — неизмеримо мудрый правитель, слава о котором непременно останется в веках. Когда же понял, что это не так, в его душе и зародилось чувство ничего особенного по отношению к отцу. Слишком разительным было отличие двух образов, что и привело впоследствии к протесту в душе принца, когда он уже повзрослел.
Задумавшись об этом, Селянь помотал головой, ему самому показалось смешным. И почему я стал сравнивать Цзэжуна и своего отца? Вот уж поистине неожиданный поворот. Наверное, причина в общей любви возвысить себя в глазах сына. Но все же и отец принца, и любой другой отец, по крайней мере, не выходили за рамки дозволенного, а Цзэжун уже до того бахвалился, что нес совершенно бесстыжие речи с абсолютной уверенностью в своей правоте. Неудивительно, что даже всегда скромный и тихий Хэ Сюань относился к нему со стойким презрением, при встрече сразу находил повод избить наглеца. Селяню в то же время стало любопытно, почему Цзэжун все ругает других, но до сих пор ни словом не обмолвился о нем самом. Неужели изменил своим привычкам? Впрочем, Селянь, кажется, начал смутно понимать, по какой причине Цзэжун до сих пор не съел гуцзы. Если бы он взялся разглагольствовать перед обычным или же хоть сколько-нибудь опытным взрослым человеком, собеседник мог и не купиться на его речи. И подпевания такого слушателя все равно звучали бы неискренними либо излишне заискивающими, подобно возгласам мелких демонов, прежних слуг Цзэжуна. А вот похвала гуцзы звучала совсем иначе, каждое слово исходило от души, от чистого сердца. Ведь мальчик по-настоящему считал, что его отец, самый сильный во всем мире, Цзэжун, должно быть, уже давно не бахвалился с таким удовольствием. Наконец, полностью удовлетворенный, он пригрозил: «Ты должен меня слушаться, понятно? И если не станешь, я и тебе на голову надену призрачный огонек». Гуцзы испугался и поскорее закрыл голову ладошками. «Не надо, я не хочу». Верно, отец, он вспомнил, что ему велели Хуачен и Селянь, и робко проговорил: ты ведь уже не сможешь снять эти зеленые огоньки. Спроси, мальчик, сможешь ли ты снять эти зеленые огоньки, и Цзэжун мог не сказать правды. Но вопрос прозвучал иначе, с ноткой сомнения в его силах, конечно же, по указанию Хуачена и Селяня, и Цзэжун тут же пинком запустил в полет голову одной из окаменевших статуй. Чушь собачья. Папка может навесить их, когда захочет, и точно так же снять. Смотри. Я прямо сейчас тебе это докажу. Затем он указал на одного из крестьян и крикнул: «Псом вылюбленный Селянь», и огонек над головой человека погас. Пленник тут же вскочил, но не успел отбежать и на пару шагов. Цзэжун плюнул, из его рта вылетел еще один ярко-зеленый призрачный огонек и снова навис над головой крестьянина. Цзэжун расхохотался и похлопал Гуцзы по голове. «Ну что, силен твой папка?» Селянь на крыше стер со лба пот. Хуачен же выглядел равнодушным, но голос его при этом прозвучал угрожающе. Видимо, никчемная дрянь решила стать еще более никчемной. Принцу даже показалось, что кулаки Хуачена захрустели. Он сказал: «Не все так страшно». Разузнать пароль оказалось проще, чем предполагалось. Они научили Гуцзы еще нескольким способам выманить пароль, которые, видимо, уже не пригодятся. Теперь понятно, почему Цзэжун ни разу не высказался в адрес Селяня. Оказалось, что привычки он не изменил, просто сделал излюбленное ругательство паролем для своих призрачных огней. Подобной глубине чувств можно было только подивиться. Теперь то Хуачену и Селяню отпала нужда прятаться. Они тут же пробили крышу и спрыгнули вниз. Услышав грохот, Цзэжун от испуга свалился со своего стула. «Кто такие? Кто такие?» Затем пригляделся и стал заикаться: «Псом, псом». Видимо, хотел выругаться, но вспомнил о пароле и торопливо закрыл сам себе рот. Крестьяне в углу зала наперебой заговорили. «Кажется, он только что назвал пароль. Может, попробуем сами себя освободить, да? Ведь нужно просто выругаться». Правда, совестно перед человеком по имени Селянь, но ведь его здесь нет, думаю, ничего страшного. Хуачен приподнял бровь и бросил взгляд в их сторону. По лицу Иньюя прокатилась капля холодного пота, и он обратился к остальным пленникам: «Ну, неважно, присутствует ли здесь этот человек, я все же советую вам не говорить тех слов. Иначе последствия будут еще более тяжелыми, чем наше теперешнее положение». Тем временем Цзэжун, схватив Гуцзы и выставив мальчонку перед собой, выразился по-другому: «Пёсья подстилка, Селянь. Совсем совесть потерял. Подслушивать вздумал.
Какая подлость, Селянь слегка расстроенно пробормотал. Пёсья подстилка. Это что еще такое? Цзэжун вновь засиял самодовольством. А впрочем, хихи, пускай ты узнал пароль, это тебе не поможет. Или станешь сам себя бронить. Хуачен, да и тебе так огонь никогда не высказать. Хуачен заметно помрачнел, его пальцы вновь отчетливо хрустнули. Селянь же этого не заметил, а вот заявление Цзэжуна показалось ему странным, и он ответил: «Стану». Что здесь такого? И без тени колебаний повторил пароль 5-6 раз. По разу на каждого пленника. Те уже поняли, что объявившийся спаситель и есть тот, о ком говорилось в пароле, и потому не удержались, чтобы не поднять вверх большие пальцы со словами. Ему хватило смелости самого себя унизить, настоящий мужчина, однако огоньки над их головами, вопреки ожиданиям, так и не погасли. Селянь слегка изменился в лице, а Цзэжун разразился безумным хохотом. Ха-ха-ха-ха-ха. Попался. Вот что я тебе скажу, только я сам лично могу снять заклятие. Ты зря себя обругал, ха-ха-ха-ха-ха. К лицу Гуцзы подлетела серебристая бабочка, и веки мальчика, дважды моргнув, тут же слиплись, ребенок уснул. Цзэжун все еще хохотал, как умалишенный, как вдруг его крутануло ударом длинного рукава, закружило вокруг своей оси, а после 18 оборотов впечатало в стену. Псом вылюбленный Селянь. Сорвалось с его языка. Стоило ругательству прозвучать, и призрачный огонек над головой Иньюя исчез. Он тут же вскочил на ноги и отступил подальше. Цзэжун понял, что по неосторожности проболтался, и снова зажал себе рот. Селянь же с доброжелательным видом сказал: «Ну же, давай, ничего страшного, не надо себя сдерживать, выпусти наружу свою истинную сущность, продолжай браниться». Его слова звучали благожелательнее некуда, но при этом принц схватил Цзэжуна скрученным рукавом, и по его виду поистине нетрудно было сказать, что он собирается с ним сделать. Цзэжун заорал, что есть мочи: «Бей! Можешь хоть убить меня, но я больше этого не скажу». Рядом послышался зловещий голос Хуачена: «Это меня как раз устраивает». Цзэжун обернулся и успел увидеть только улыбку Хуачена, такую фальшивую, что фальшивее уже некуда, а мгновением позже все исчезло. Голову Цзэжуна вбили в пол на 3 цуня. Хуачен оторвал его лицо от пола, и Цзэжун взревел: «Да как вы посмели творить со мной такое? К черту все, я сейчас сожгу этих людишек одним махом. Погибнем вместе. Паршивый пес Хуачен». Горите, как видно, фраза «паршивый пес Хуачен» была другим паролем для убийства. Однако после собственного крика Цзэжун не услышал ни единого вопля боли. Он в недоумении раскрыл глаза и увидел, что крестьяне целехоньки и стоят вокруг, глазея на него. «Что это такое? Почему вы еще живы? Сейчас же умрите. Сдохните. Кто снял с вас заклятие?» Поразился Цзэжун. Селянь ответил ему: «Ты собственной персоной». И указал на серебристую бабочку, которая издала точно такой же рев, как сам Цзэжун. «Ты зря себя обругал». Ха-ха-ха-ха-ха, выходит, призрачная бабочка в точности запомнила и воспроизвела голос Цзэжуна, включая фразу-пароль. Цзэжуну достаточно было сказать ее единожды, и теперь можно освободить сколько угодно пленников. Хуачен холодно произнес: «Вместе с тобой никто погибать не собирается. Отправляйся-ка в путь в одиночестве». Еще один мощный удар, от которого Цзэжун пробил дыру чуть ли не к самому сердцу земли. Когда дым сражения рассеялся, крестьяне окружили яму, посмотрели и спросили: его еще получится оттуда достать. Иньюй спрыгнул в яму, которую Хуачен проделал Цзэжуном, и вскоре выскочил обратно, держа в руках зеленого неваляшку. «Градоначальник, ваше высочество, лазурный демон Цзэжун захвачен». Ярко-зеленый неваляшка скалил зубы и кривил рот, высунув длинный язык, да еще закатил глаза, будто насмехался над кем-то, и в то же время словно изо всех сил играл на публику. В общем, ужасная безвкусица. Даже маленький ребенок при виде такой игрушки презрительно забросил бы ее подальше. Неизвестно, пожелал ли сам Цзэжун принять такой облик, или Хуачен специально придал ему это выражение лица.
«Нам эта тварь не нужна», — сказал Хуачен. «Неси ее сам, от нас подальше». «Слушаюсь», — ответил Иньюй. Честно говоря, селяню и самому не очень хотелось брать неваляшку в руки. Принц подобрал с земли только спящего Гуцзы. Несколько призрачных бабочек влетели откуда-то снаружи и опустились на тыльную сторону ладони Хуачена. Посмотрев на них, он сказал: «Нам нужно поскорее возвращаться в храм». Селянь рывком развернулся к нему. В храме что-то случилось.